до какого дойдем и остановимся? Потому что это же тестовый. Или мы сразу записываем не тестовый? Ну, давай звук проверь Давай. и начнем записывать. Ребята, в Корс, на связи Влади Корс. Сегодня мы бы хотели с Маргаритой обсудить очень важную тему. Дело в том, что в Америку переезжает в последнее время очень много иммигрантов. Как-никак есть больные темы, такие как поиск жилья, как получить документы для того, чтобы здесь легализоваться, насколько сложно найти работу, особенно на начальном этапе. Сейчас представится Маргарита, она живет, кстати, в США 10 лет. Да, здравствуйте, меня зовут Маргарита Санленд. Я живу в Америке уже 11 лет, и с тех пор очень многое изменилось. И мы сегодня, конечно, хотим поговорить по тем вопросам, которые сказал Влад, а также разобрать вопросы, как легализоваться в Америке и найти спонсора. Мы начнем с первого нашумевшего вопроса, где искать жилье по приезду и что такое шелтеры, потому что многие иммигранты, которые приезжают в США, они в целом сталкиваются с проблемой нехватки денег, особенно, сейчас люди в основном через Мексику не переходят, сейчас в основном люди при нынешнем президенте попадают по визам или по H1B, или по F1, например, по студенческой, или по EB2, EB1, как правило. И мы обязаны рассказать все равно про шелтеры, потому что люди многие приезжают без денег, или там с минимальным количеством денег. Расскажи, ты как человек, который живет намного больше, чем я, что такое шелтеры, допустим, начнем с этого, и как вообще их найти, где их найти? Да. Какие условия? Шелтер – это такая опция, да, которая подходит для одного человека, да, не для семьи. То есть шелтер в Америке – это вы приходите, и вы можете там только переночевать. И утром вы обязаны, во всех шелтерах разные условия, да, к примеру, в 10-11 утра вы должны со своими вещами покинуть шелтер, а обратно можете прийти уже, где-то в 9-10 вечера, опять же с вещами, переночевать, и на следующее утро опять покинуть шелтер. Так нужно делать каждый день? Да, так нужно делать каждый день, поэтому для семьи Обалдеть. с большим количеством вещей такая опция не подойдет. Это подойдет для одного человека, да, с рюкзачком. Как найти шелтеры? По Гуглу вы можете загуглить, и вам выдаст Google, либо чат GPT, да, соответствующий запрос даете, и вам выходят адреса ближайших шелтеров. В любом случае нужно каждый день, получается, выселяться и заново заселяться. Да. То есть постоянно жить не получится. Да, постоянно могут жить в шелтерах только животные для шелтеров. Есть, кстати, шелтеры здесь для животных. Больных животных можно сдать в шелтер в соответствующий. Либо кошка, котят родила, и вы можете их сдать, и они потом распродадут этих животных. А обычно жилье хорошо. По поводу шелтеров понятно. По поводу жилья обычного, например, как вообще его можно найти? Я имею в виду, какие-то есть, может, источники и так далее. Ты сама как находила? 11 лет назад ситуация была другая, были еще популярны газеты. Я сначала хотела Airbnb сделать, да, потом что-то подумала, что легко будет жилье найти, и я столкнулась с большими трудностями. Я приехала в Америку как турист. И у меня была только туристическая виза. Не было social security number, не было разрешения на работу, не было мужа. Я приехала сюда с ребенком и с бабушкой. И поэтому я купила несколько газет местных, в которых просто прочитала объявление, что сдается жилье без каких-либо документов. Я позвонила, оказалась очень такая приятная пожилая женщина-армянка, сказала, что я живу в Венайсе, пожалуйста, приезжай. Ванайс, да? Да, был район Венайс. Ванайс. Она сказала, пожалуйста, приезжай, смотри, понравится, заселяйся. Поскольку у меня не было времени что-то искать, я сразу внесла денежки ей и заселилась. Так это было в те времена, но сейчас это лучше, конечно, Airbnb делать. Есть такой сайт Craigslist. Craigslist.org, да. Да. Ссылочки все будут в описании, все ссылки прикрепим. Там, конечно, тоже вам, если это апартаменты, туда нужны будут документы. Без документов, кредитной истории туда людей не возьмут. Но там встречаются объявления, где какая-то старушка, пенсионерка или пенсионер, или какая-то семья могут сдавать комнатку. И так частным способом можно с ней договориться. Если вы вызовете у нее доверие, то вы можете так поселиться. Так я, например, знаю, мой знакомый хороший, он нашел 5 лет назад комнатку за $500 у старушки. Комнату? Прям даже не койко-место, комнату? Комнату, да. В Лос-Анджелесе здесь? Да, здесь, кстати, район Венайс тоже, да. Очень Но дешево. сейчас, конечно, цены поднялись, и комнаты стоят уже $800, $1000,
долларов и даже выше. Я, например, снимал вообще недавно в хостеле за $500 койко-место. Это было ужасно. У меня вот новый ролик тоже на ютубе выходил. Это, конечно, была жесть. А что касается других, например, источников, вот ты рассказала про Craigslist. А если, например, я вот вообще в Телеграме нашел жилье. Да, расскажу про свою историю вкратце. Я нашел, когда приехал, я приехал 1,5 года назад, я нашел жилье в Телеграм-чатах. Есть в Лос-Анджелесе, в частности в Лос-Анджелесе, и думаю, в других городах крупных, таких как Нью-Йорк, Майами, тоже это распространенное явление. Есть телеграм-каналы, телеграм-чаты, где вы можете найти жилье и достаточно быстро и дешево. Единственное, сразу вас предупрежу, то, что там очень много мошенников встречается, которые просят заранее вас скинуть, например, депозит или, например, просят какую-то предоплату, да, там, я не знаю, там, в размере там, даже $200, допустим, $100. Сразу говорю, на это не ведитесь, только офлайн, только при встрече из рук в руки, в идеале наличкой даже платить. И заранее требуйте, даже если у вас нет документов, вы можете потребовать договор, кстати, когда вы будете жилье снимать. Вы можете это тут называется landlord, типа человек, который вам сдает, и либо это субарендатор, но они тоже имеют договор. Всегда, когда снимаете жилье, обязательно берите контракт. И еще я бы посоветовал жилье искать на Фейсбуках. Есть русскоязычные паблики, группы. Например, они называются «Русскоговорящие в Лос-Анджелесе». Там около сейчас, на настоящий момент, 90-100 тысяч подписчиков. Вы можете заранее, даже находясь, например, если вы даже не в Америке находитесь, вы можете зайти на Facebook, зарегистрироваться и там поискать объявления, зарегистрироваться на Facebook и зайти в группу русскоязычного Лос-Анджелес, подать заявку. Там часто выкладывают рент разных квартир, где вы можете снять жилье. Также у нас есть сайт apartments.com, но там, чтобы найти жилье, нужны уже документы. И кредит-скор. Да, и кредит-скор соответствующий. Кредит-история. Да. Вот. Поэтому, ну и, конечно же, используйте своих знакомых и через знакомых, знакомых через знакомых, да, как сарафанное радио, где что, как сдается. Так, Маргарита, перейдем к следующей теме. Какие нужно сделать документы, чтобы начать работать в Америке? Особенно тем людям, соответственно, которые приедут сюда по студенческой визе или по H1B. Сначала нужно сделать ID, идентификационную карту. Человек должен пойти в какое-то ближайшее DMV, вот, и соответствующие документы заполнить, и через 10 дней по почте приходит человеку карточка ID. Человек должен пойти в Social Security Center ближайший и запросить там Social Security Number. Это очень важно для налогов. Все ссылки тоже прикрепим в описании, да, где они находятся. Без этой карточки вас на работу не возьмут. Далее нужно оформить разрешение на работу. Вот, вы тоже заполняете соответствующие документы, отправляете пакет в нужное место. Но сейчас разрешение на работу очень долго ждут люди, примерно год. Факт. Да, раньше это было 3 месяца в мои времена, да, 10 лет назад. Вот, сейчас это долго. Влад может рассказать свою историю про это. Да, я на самом деле, так как я приехал через Мексику, не думаю, что это будет супер актуально сейчас, потому что, сами понимаете, границы закрыты. Я ждал документы ориентировочно где-то от 3 до 5 месяцев. Это было очень быстро в то время. Я получил их в 2025 году, в апреле. Я подавал так называемую форму I-765. Если вдруг сейчас кто-то в Америке находится и будет эту форму подавать, и смотрит это видео, будет полезно узнать информацию. Подавать форму нужно такую обязательно только с человеком, который имеет юридические знания и в идеале сертификацию, лицензию юридических знаний, даже не через паралигала, а в идеале через лицензированного адвоката, либо через паралигал, который имеет лицензию именно. Сейчас ожидание составляет, как Маргарита упомянула ранее, и по этой форме тоже примерно год, может быть чуть меньше. Все зависит от, так скажем, американской бюрократии, как вам документ доставят и так далее. В основном доставляет USPS, это как почта России, грубо говоря, в России. Ожидания сейчас очень длительные, поэтому готовьтесь, если вы вдруг через Мексику перешли, сейчас здесь собираетесь получать документы. Вот. Ты, кстати, Маргарита, не упомянула касательно, какие нужны документы или что нужно иметь, чтобы ID вот оформить. Ты начала упоминать то, что driver license нужен и так далее. А что для этого потребуется, чтобы получить license? Значит, ID бывает 2 видов. Просто ID и ID Driver License. Если это ID Driver License, оно считается как ID тоже. То есть те люди, которые не водят машину, они просто ID получают. Те люди, которые водят машину, они получают Driver License. Какие документы? Ну, вы идете в DMV, там у вас запросят документы, ваш паспорт реальный, который у вас есть,
ваши визы, все ваши документы посмотрят, сделают копии и, соответственно, скажут, имеете вы право получить здесь ID или нет. Касательно еще работы хотел рассказать. Вот мы рассказали, как документ оформить, а, например, люди же, которые приедут, они в любом случае обязаны, вынуждены как минимум работать сразу, потому что многие приезжают без денег. Я бы немножко хотел рассказать про такие моменты, которые не то чтобы караются законом, но это, так скажем, немножко серый путь, серая, так скажем, рабочая зона. Тут есть так называемые понятия moving, например, или DoorDash, Uber. Uber вы все знаете, это такси, популярными в мире, но здесь Uber есть как доставка, так и такси. Также DoorDash, Instacart, это приложение по доставке еды. Многие здесь сдают аккаунты этого приложения за определенную сумму. Опять же, я не призываю никому это делать. Это не совсем легально, сразу говорю. Все это преследуется по закону, но многие так делают. Сдают аккаунты в среднем за $600-800 в месяц или $150-200 в неделю. Сдают аккаунты, и вы на них можете зарабатывать. Но вам в любом случае нужно иметь драйвер license, потому что если вас остановит сотрудник полиции, он вас попросит предъявить драйвер license. Если у вас есть международные права, вы можете по международным правам ездить. Касательно мувинга или остальных работ. Например, мувинг это тут считается грузчик. Вы там в среднем вы можете на мувинге заработать $150-200. Наличку будете зарабатывать в основном. Вот, документов никаких не спрашивают. Еще есть варианты, например, устроиться, если вы рукастый, можно устроиться хэндименом. Это вы будете, соответственно, своими руками что-либо делать. Где-то там гвоздик приколотить, где-то там телевизор повесить, где-то сантехнику отремонтировать, где-то забор поставить, если вы это умеете. Хэндимены получают намного больше. Можно зарабатывать и до $10 000. Не имея документов, важно, не имея документов, $10 000 реально зарабатывают, даже больше. Все зависит от вас, от ваших знаний и откуда, так скажем, у вас растут руки. Что касается других работ, например, есть работа по ремонту бытовой техники, или это называется HGAC. HGAC – это ремонт кондиционеров. Вы можете, если умеете, вдруг это в своих странах умели делать, вы можете ремонтировать кондиционеры здесь. Они получают огромные деньги, особенно в сезон. В среднем это $8-10 000 в месяц, а иногда и 15, и не имеет документов, повторюсь. Это тоже очень прибыльная работа. Вы можете пойти на грузовик работать, но сейчас изменились правила для того, чтобы пойти трак-драйвером, так называемым. Сейчас нужно иметь CDL, и сейчас ужесточились очень сильно правила, особенно при новой администрации Трампа. Поэтому всем рекомендую следовать законам нынешнего президента, потому что правила быстро меняются. Рекомендую всем сдать на CDL, если вдруг вы хотите быть трак-драйвером и зарабатывать 10 000 плюс и выше. Вот. А что касается женских работ, вам сейчас повествует Маргарита. Да, наиболее популярные женские работы здесь, да, за наличные деньги. Это, конечно же, нянечки, caregiver'ы, уход за стариками. Поэтому здесь у нас есть такое агентство Неля Маша, самое популярное. Оно помогает женщинам найти работу. Они вам могут предоставить варианты работ. Также, конечно же, женщины подрабатывать могут на дому, стрижки делать или выезжать кому-то на дом, ресницы клеить, ногти красить. Но, опять же, повторяю, на это лучше иметь license. Если нет лицензии, у вас большой риск, да, что вас оштрафуют, кто-то заложит, как-то, то есть у вас есть большие риски. Уборка на дому – это тоже вы ищете работу через агентство, опять же, наиболее популярное Неля и Маша называется агентство. Там очень много таких работ предлагается. Ссылки все будут в описании. Да. Также, что еще можно посоветовать? Здесь есть русскоязычные церкви, да, армянские, еврейские и другие общины. Вы можете погуглить и найти какую-то близлежащую церковь, да, прийти туда, обратиться к людям, что вот я только приехал, мне нужна работа. И там обязательно многие люди, которые здесь давно живут, очень добрые в церквях, и они вам посоветуют, да, куда обратиться, что сделать. Они могут вам там свою работу какую-то предложить, тем же грузчикам или еще что-то, или как-то, да. Там же и жилье есть шанс найти, то есть, допустим, бабушка с большим домом ходит в церковь, с удовольствием поможет кому-то, да, снять комнатку. А это не есть ли шелтер как раз? Потом? Нет, это не шелтер, это вот люди просто могут от души чисто предложить, я на месяц вам могу по льготной цене какую-то комнатку дать, да, вот. То есть у меня тоже такое было, одна женщина мне предложила у нее пожить.
какое-то время за небольшую оплату. Просто потому, что в церквях добрые люди, да. Я не говорю, что все, но очень многие. У нас следующей темой, получается, будет, как найти машину в аренду или в лизинг, как не попасть на мошенников в данном случае. Когда ты приезжаешь легально, спокойно, ну или нелегально, вообще надо лучше легально снять машину в аренду. У тебя был какой-то опыт с этим? Ты знаешь, я сразу получила свои документы, и я все делала легально, вот, но, может быть, ты как мужчина лучше знаешь этот вопрос. Да, я столкнулся с такими приключениями на самом деле. Я же переходил через Мексику, прошел огонь, воду, медные трубы. У меня первый год, ребят, не было вообще документов абсолютно. Да, я получается, приехал 24 года в апреле, а получил только в апреле 25-го. Да, целый год я был без документов. Когда я приехал, у меня было в кармане $1700, и вот из этих денег я потратил $1250 на аренду машины плюс депозит. Найти вы ее можете также, вот, как мы упоминали, с работой или с жильем, например, в пабликах, в телеграмах, в тех же Лос-Анджелес или в фейсбуках, русскоязычные Лос-Анджелес, или даже как-то по сарафанному радио, потому что много друг друга кто-то знает и так далее, через иммигрантов. Важное примечание, когда вы будете снимать машину в лизинг или в аренду, не имеет значения, даже под выкуп, старайтесь как-то, чтобы заранее депозит наличными не давать, особенно в аренду. Дело в том, или хотя бы большой депозит не давать. Дело в том, что когда я снял машину, у меня была, получается, аренда $750 и $500 депозит. Человек потом, через 3 месяца, когда я возвращаю машину, человек мне не вернул депозит. Сказал, что якобы я там 2 царапки какие-то поставил. Но я заранее, конечно же, не побеспокоился, поверил, как наивный человек, не сделал видео заранее этой машины, фотографии, ну, вот таких вот дефектов, так скажем. Да, машина-то не новая сдается, на вторичном рынке все равно. Новую никто тут почти машины не сдает. Это Калифорния, в частности, в Калифорнии, про Калифорнию говорю. И, получается, человек меня кинул на депозит $500. Он просто сказал, что ты поставил 2 царапины, я их вычитаю из депозита. Вот, чтобы вы на это не попались, имейте в виду. Если вы будете, например, машину брать для доставки, аренды там аккаунтов вот этих вот, DoorDash, Uber, Instacart, где продукты надо собирать самому как мерчендайзер, то лучше снимать машину, конечно же, Toyota Prius. Это самая крепкая машина, которая у вас не будет ломаться, хоть это и не ваш геморрой, но вы не будете терять время. Плюс они обычно дешевле в цене за месячную плату. Они порядка $600 стоят. В среднем сейчас по рынку. Мы говорим это на 26 год, на январь. Если вы это видео смотрите, там, не знаю, в 27 году или там, через полгода, то цена может разниться. Мы говорим именно за январь. Аренда машины. И плюс страховка. Со страховкой, как вы уже договоритесь, соответственно, с хозяином. Если аренда будет $600, то вообще страховка обычно не включена. То есть вы еще отдельно платите за страховку. Если аренда $750, то обычно страховка включена. В данном случае у меня было вот так. Если вы приезжаете, сразу начинаете качать кредитную историю, и в идеале берите машину сразу лучше в кредит на себя. Не берите в аренду, потому что вы даете просто дяде деньги в воздух, честно. Я вот вам говорю, как человек, который взял машину примерно через 5-6 месяцев после того, как я в аренду взял. На аренду, что я отдал примерно $3500. Ну, еще $500 депозит, на который меня кинули. Поэтому я советую лучше брать машину, пускай под большой процент, под конский, пускай там будет 20%, потому что у вас нет ни social security number, вот это вот, как у нас местный ИНН, и ни work пермита, ни лайсенсов, если никаких не будет, там драйвер лайсенс даже. Берите лучше машину все равно в кредит, вам должны его одобрить, но под высокий процент. Ну, либо собирайте деньги, потому что я знаю, что Toyota Prius можно купить 5-6 тысяч долларов, да, ну и выше, конечно, но вот за 5-6 можно купить, например, 2010 года, вот, примерно Даже такие новее цены. можно найти. Даже новее, может быть, найти, но старые, они покрепче будут машины. Да. И очень важно, да, если вы будете смотреть машины на Фейсбуке, при покупке обязательно миллион раз все проверьте, потому что тут очень много мошенничества. Я говорю, опять же, в частности, где я живу, за Лос-Анджелес, за Калифорнию. Я не знаю, как в других штатах, но в LA здесь безумно большое количество мошенников, и в частности, с этими машинами тем более. Вот я купил машину Lexus, например, у меня там через 2 недели загорелся чек, потому что батарея полетела гибридная, а Toyota Prius — это гибридная система, гибридная машина. Обязательно проверяйте батареи. Тут есть так называемое MPG. Оно показывает, чем больше, тем лучше. В идеале 45 MPG выбирать вот, при покупке машины. У нас есть последний вопрос, потому что все люди, которые, опять же, приезжают, сталкиваются, где найти спонсора, человек, который будет для вас, как сказать, не как опекун. Поручитель. Поручитель, да. Поручитель.
Да, многие, кстати, путают поручитель и спонсор, но в данном случае это спонсор, кто за вас, да, поручается. Честно говоря, про спонсоров я знаю, что все это ищется через знакомых, да. Как это лучше сказать, заранее или по приезду? Ну, заранее вы вряд ли найдете, потому что с кем-то переписываться, да, то есть спонсор должен доверять человеку, да, чтобы за кого-то поручиться, это надо доверять человеку, потому что в случае, если у него будут какие-то кредиты, долги, тот же medical, какие-то государственные программы, да, за все это спонсор должен оплачивать. То есть спонсор вам должен доверять. И я не думаю, что вы как-то онлайн сможете его найти, да, там как-то что-то. То есть спонсор, скорее всего, ищется по приезду. Важное примечание. Спонсор должен быть в идеале с грин-картой или с паспортом Америки. То есть это должен быть либо гражданин США, либо, я не знаю, другой иммигрант или человек, который приехал сюда давно и имеет уже документы. Вот у тебя, например, есть грин-карта? Да, у меня даже паспорт есть. Вот. Если что, обращайтесь к Маргарите, если вдруг она не захочет вам отказать. Не, я спонсором вряд ли буду, потому что за кого-то ручаться не возьмусь. Вот, да, я вот это хотел упомянуть, потому что спонсор берет на себя полную ответственность, когда вы приезжаете. Вы не можете его вначале найти. Дело в том, что вы должны себя зарекомендовать как человек. Например, вы устроитесь работать на кухню, допустим, на фастфудную, чтобы работодатель вам доверял и был вашим спонсором. Такое возможно. Можно оформить спонсорство от работодателя. Но для этого вам нужно отработать хотя бы минимум год, а то и 2 в компании. Там должна быть дикая текучка. Плюс вы должны быть таким незаменимым сотрудником, которого просто реально невозможно заменить. И после этого вы уже можете задать вопрос работодателю напрямую, может ли он поручиться за вас, то есть быть вашим спонсором для того, чтобы в дальнейшем вам проще было легализоваться, чтобы у вас был спонсор в Америке. Вот, это важный аспект. Потому что, да, как Маргарита ранее упомянула, невозможно найти спонсора дистанционно, либо будут, опять же, много мошенников, которые с вас возьмут большие деньги, я в прямом смысле говорю большие, например, $10 000. Я слышал, берут и $20 000, кто-то $5 000 берет. Люди берут дистанционно деньги, реально люди верят, переводят, они там якобы какие-то им пруфы скидывают, документы, да, там подтверждение, что там они спонсоры, вот смотрите, у нас паспорт. Они им переводят деньги и все, и с концами. А люди переводят, сами понимаете, это огромные деньги для России, это чуть ли не $1 000 000, не то и больше. Поэтому будьте внимательны, деньги заранее никого не переводите, только по факту, только по приезду. Если вдруг у кого-то здесь какие-то родственники есть, вам, конечно, будет проще с этим. Если есть родственник с грин-картой, либо с паспортом Америки, это будет намного проще. Ранее спонсоры являлись, по крайней мере, для иммигрантов, вот для таких, как я, через Мексику перешел, точнее не спонсора, а поручителя. У нас 2 разных понятия это является, кто именно через Мексику перешел. Поручитель тот, кто просто приехал в Штаты, например, и не имеет документов, грин-карты. Вот за меня, например, ручался мой поручитель, мой земляк. Он не имел документа, ни грин-карту, ни паспорт, и он мог поручиться. Но в данном случае, если приезжать по F1, вам нужен спонсор. В целом, я думаю, мы разобрали, да, самые животрепещущие темы для иммигрантов, которые сейчас существуют. Вот. Было очень приятно с вами поговорить, Влад, и я надеюсь, наша информация поможет. Вроде на «ты» начали. Ну, неважно, вы или ты. Я надеюсь, что информация, о которой мы поговорили, будет всем полезна. И, ребята, пожалуйста, подпишитесь на наши каналы. Мой канал Марго Санланд, твой канал Влади Корс. Да, мы все ссылочки оставим, и мы в дальнейшем будем записывать очень интересные темы для вас, и вы об этом не пожалеете. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, во-первых, о том, что мы проговорили. Собираетесь ли вы в Америку ехать? Какое у вас вообще впечатление сейчас о США в 2026 году? И если вам понравилось видео, да, поставьте лайк, подпишитесь на канал, как Маргарита сказала. И если вы напишите слово, например, продолжение, или просто по вашим комментариям увидим то, что вы хотите продолжение, мы в дальнейшем выпуске будем записывать с Маргаритой еще. У нас, может быть, даже будет формат подкаста. Посмотрим, как это будет обстоять на деле. И еще, у меня есть свой телеграм-канал. Кому интересно, вот здесь будет QR-код, и ссылки будут в описании. Просто я вам показываю свою жизнь, как я живу в США, какие-то полезные лайфхаки иногда показываю, где правильно оформить сим-карту, где можно карту оформить, или просто про свою жизнь рассказываю. Подписывайтесь, тоже не пожалеете. Там куча полезной информации, как развлекательной, так и информативной. С вами был Корс, Маргарита. Спасибо большое, Маргарита Санланд. Пока-пока. До новых встреч.